Я приветствую вас, мои дорогие любимые представители знака зодиака Скорпион. Таро расклад. Что ждет или чего ждать? Узнай будущее. Прогноз Таро на 10 дней на декаду с 20 по 31 мая. Давайте узнаем. Это будущее, конечно, останемся реалистами. Любой прогноз, расклад о личной истории каждого из вас не расскажет, но, надеюсь, проведем приятное время, а вы переложите на метафору карт, которые нам выпадут, свою личную историю, жизненную, или те обстоятельства, которые, может быть, присутствуют в вашей жизни, и какие-то подсказки вы получите. Итак, у нас сегодня две колоды, и первая у нас оракул Сибила. Мы не будем задавать вопросы, мы просто достанем 4 карты и посмотрим, какую палитру развития событий нам раскроют карты. 4 карты. Какие события ожидают ваш знак зодиака до конца мая? Чего же ждать, да? События ближайшего будущего. Ну, а возможно, и что вас ждет. Дополним колодой Таро. И первая карта неожиданности. То, чего вы где-то не ждете. Ну, если таковые имеются, пусть будут приятные сюрпризы. Итак, первая карта. А вторая будет касаться, ну, это в чем ваша сила? Или какие энергии вам буквально помогают? Может быть, и человек помогает. Или что исполнится? Возможно, какое-то дело уже к финалу подведете. Разрешите какой-то вопрос. И по основным сферам жизни. Ваши достижения, работа, бизнес, у кого-то учеба или документы банально, да, ну вот какие-то дела. Сфера денег, финансы, личная жизнь, отношения и любовь. Попробуем совместить, какие энергии будут для вас работать. И карта совет, которую откроем в самом конце. Давайте уже узнавать. Ух ты, тут какая-то надежда. Вы знаете, тут, скорее всего, какое-то ожидание у вас было долгое. Может быть, это и ожидание у кого-то, мы все разные, по части работы. Вы ждали, когда вам откликнутся, отправляли резюме, проходили какие-то собеседования. Вот были какие-то надежды. Почему говорю «были»? Потому что, скорее всего, это завершается. Почему завершается, это вам скорее надоело. Какая-то зависшая история. Или, кстати, что-то подобное может проиграться и по личной жизни. Может быть, и были отношения. Может быть, и грели они душу. Но вот что-то либо поменялось у партнера, да, с которым вы имели контакты, или вот эту историю. Ну и сами вы тоже могли уже поменяться. То есть есть какой-то камень преткновения, когда вы уже, видимо, в эти 10 дней однозначно видите уже эту историю, ну, такой, какая она есть. Уже не хочется ждать. Уже, может быть, и не хочется вот этих пустых надежд. Нам здесь буквально показана девушка, как будто она прикована к какой-то раме и цепями даже, да. И вот это затянувшееся ожидание – оно не приносит ни вдохновения, может быть, какой-то период в жизни оно согревало отчасти душу, или вот эти самые надежды, они были, но если это какая-то затянутая ситуация, рано или поздно наступает прозрение. Есть у Анны Ахматовой такие слова: «Вы знаете, что такое пытка надеждой? После отчаяния наступает покой, а от надежды сходит с ума». Вот я тут вижу, что вы что-то хотите завершить. Давайте мы откроем вторую карту, а потом мы дополним другими картами. Не совсем тут понятно, но, может быть, нам вторая что-то прояснит. А вот правда, посмотрите, тут какая-то, знаете, или безысходность у вас заканчивается. Вы, кстати, сами тут что-то будете завершать. Это карта уже движения, путешествия, перемещений. Это карта оптимизма. Это карта и вдохновения, и того, что, ну, все, вот в чем-то вы ставите точку. Вот по части ждать того, кто не придет, или были, может быть, надежды, что изменяется или изменится ситуация, которая вас окружает, какая-то обстановка. Тут вы тоже понимаете, что да нет, тут надо самому как-то действовать. Вы знаете, вам просто что-то надоело, мои дорогие скорпионы. Вот давайте попробуем посмотреть, достанем дополнительные карты, с чем связано вот эти надежды, ожидания. Потому что тут уже нам карта более так оптимистично говорит. Момент перехода вот в эти 10 дней.
А вы смотрите, карта удачи, вот и все. Больше тут даже и нечего сказать. Тут удачный период жизни. И, кстати, планетарно, ведь оно тоже так. Добрые энергии, и вы их можете прочувствовать, особенно, хоть мы смотрим на конец мая. Конец мая тоже это те же, знаете, как прелюдия некоторая тем добрым переменам, которые будут происходить уже с июня месяца. И я приглашаю вас прочитать на моем сайте события тоже до конца года. Я оставлю статью, именно я оставлю ссылку в описании под видео. И на другом канале есть расклад для каждого знака зодиака на события до конца года. Вот посмотрите, у вас какая-то парадигма меняется. Может быть, это произошла какая-то встреча. Мы все-таки все разные, правда? Если мы говорим личная жизнь, какая-то затянувшаяся история, и, может быть, вы кого-то ждали. Ну вот надоело ждать, вот и все. И тут вы, может быть, и судьба вам подарила новое знакомство. Или, может быть, знакомство не новое, а в вашу жизнь вернулся какой-то иной человек, которого вы когда-то знали, но с новыми энергиями. То есть тут у каждого по-своему. Но вот это удача. Или то же самое по работе. Намеревались вы, и где-то вам надоело, хотя надеялись на продолжение, может быть, вашей деятельности, труда, ну, может быть, и бизнеса в какой-то одной сфере или на одной работе. А здесь получается, что какая-то приятная, правда, неожиданность. Я не могу сказать, что это вот, ну, как его величество случай, хотя я этого и не отрицаю. Но все-таки по аркану удачи, вы знаете, вот именно в этой колоде предшествовали ваши действия. Поэтому не совсем тут бездействие, а, видимо, какие-то прежде, может быть, усилия вы прилагали, они сразу как-то не раскрылись. А вот теперь наступает тот момент, когда для вас открываются новые возможности. Давайте еще одну карту достану. Ну да, вот буквально точку какую-то ставите на прошлом. Эта карта «Вдовец» она называется, но будем реалистами, это колода карт. Она, кстати, прорисовывалась очень много лет тому назад. И не менялись изображения, названия, так они и остались. Поэтому перекладываем на нашу современность. У кого-то, кстати, может проиграться, когда уже, ну, меня смотрят люди из разных стран. И, может быть, и правда, нет смысла ждать. Хоть и, может быть, и греют души, какая-то прежняя история, которая была счастливая, но она закончилась по разным причинам или в силу непреодолимых каких-то событий. А мы-то живем, нам нужно продолжать жизнь, жить и искать этот самый оптимизм или самого себя вдохновлять, или отстраивать жизнь по-новому как-то, да, в новом ключе. Нам приходится буквально уже памятник, воспоминания какие-то. Может быть, и приятные есть воспоминания, но все-таки вы идете вперед. Что еще нам подскажут карты, чего ждать? Ну, тут есть какое-то общение, есть, может быть, для вас, как, кстати, и по работе, есть варианты новые, или вы видите для себя какой-то в чем-то прогресс, или по личной жизни тут тоже могут быть, знаете, как взаимопомощь, взаимоподдержка. Кстати, вы можете контактировать с человеком, опять же, у кого-то новый может быть человек, или недавнее знакомство, или вот та прежняя связь, которая как возобновляется, но с новыми энергиями. И вы знаете, тут именно взаимообмен какой-то есть. Может быть, есть и просто взаимный интерес по части особенно работы, или даже, может быть, и дружбы, почему нет? И я хочу сказать, что вы можете испытывать те эмоции или отношения к партнеру такое, а он к вам как бы точно чем-то наподобие вас или чем-то вы похожи. Когда, к примеру, это те союзы, когда и у вас была какая-то грустная история, но и у человека какое-то было разочарование. И здесь вы встречаетесь для того, чтобы поддержать друг друга. Ну, насколько это продлится долго, нам не говорят, но вот вы можете расценивать как раз как какую-то удачу подобные отношения. Давайте заключительную карту достанем. Ну, вот тут, смотрите, карта легкомыслия. Пока не стройте грандиозных планов. Но это вас, безусловно, будет вдохновлять. Вот есть какие-то контакты или возможности по работе, или пусть это какой-то вариант работы, вариант соглашений, вариант составить документ, да. Замечтаться нельзя, но и пользоваться вот тем, что приходит в вашу жизнь. Это было бы правильно. Но оставаясь реалистом, конечно, ну куда ты денешься, да. Правда, вам это
по крайней мере, каких-то радостных минут в вашей жизни добавит или, может быть, вдохновит на новые подвиги, кто знает. Карта, ищущая удовольствие. По крайней мере, это какие-то контакты, которые для вас, знаете, как тяжелый груз с вашей души могут, ну, некоторым образом ослабить. Хотя карта тоже говорит, все же это те персонажи, которые, ну, не всегда на долгий период времени. Это часто, когда мы можем хорошо провести время, ну, может быть, расслабиться где-то не без этого, или мы ищем компаньонов на какой-то короткий участок нашей жизни, период, точнее, или по работе, например, да, есть какие-то контакты, которые вот вам нужно обустроить какое-то дело или решить вопрос. И тут разные люди приходят в вашу жизнь. Хотя это просто могут быть совершенно другие персоны в вашей жизни, мои дорогие скорпионы, которые не зависят вот от верхних карт. Просто люди разные, да. Есть и те, которые вот есть взаимообмен, но есть, видимо, и те персоны, которые просто ищут удовольствие. И вполне вероятно, это вы будете делить свое окружение на первых и вторых. На людей серьезных, с кем есть вот этот взаимообмен, ну и с кем его нет, только на время. Тут, правда, может зарождаться какое-то и новое чувство. Для кого-то это могут быть вопросы брака, вопросы семьи, детей, если дети есть, да. Но это и всегда ребенок, это новизна. Это вы можете, кстати, мои дорогие, ощущать эти энергии, как, знаете, что-то новое пытается войти в вашу жизнь или в новый жизненный этап. Давайте достанем по карте, пусть нам прояснят, что же за ищущее удовольствие. Правда, утешение, вот легче относиться к некоторым вопросам. Самого себя в рамки какие-то не загонять. И тогда вот этот новый жизненный этап, он для вас как раз и будет означать, когда мы перестаем тосковать. Вот буквально карта тоска. Может быть, это и служит для нас некоторым утешением. И перейти, вот нужно же, да, в какой-то в новую реальность или новые цели перед собой, может быть, поставить. И понятно, когда, пусть даже по работе, какой-то проект вас заинтересовал, и вы хотите этому уделять внимание, вы видите или чувствуете, может быть, что в этом может быть прогресс. И пока вы что-то отшлифуете, отработаете, понятно, что и люди будут разные. Вы можете искать информацию, к вам через информацию новые контакты приходят. И понятно, это та палитра или как калейдоскоп, мои дорогие, людей, который может меняться у вас перед глазами. Но, тем не менее, вот это, ну, то, что мы называем жизненным драйвом, скучать некогда. Вот это хорошо, правда? Давайте мы еще одну карту достанем. Ну, вот у кого-то может быть все же и любовь, или личная история. Ну, я не буду больше доставать карт, потому что тут есть как и история личной жизни или по работе, когда вы вот все расставляете по местам. Но и вот этот жизненный этап для вас добавляет как и новых людей или новых персонажей в вашей жизни, когда есть возможность чем-то вдохновиться и, может быть, где-то ослабить хватку в отношении самого себя. Вот я вот так могу предположить. Понятно, вернуться к реальностям, не надев розовые очки. Это у нас получилось как центральная карта. Но и я вижу все равно в этом положительный смысл, потому что легче на душе. И значит, для чего-то нам это все нужно. Неожиданности. А тут как будто, знаете, тут и нет этих самых неожиданностей. Король Пентаклей. Вы сами, кстати, можете быть в таких энергиях или разве что от конкретного человека. Может быть, и есть человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева или Козерог. Может быть, есть такие люди. Но это люди надежные. Это те люди, которые сделали себя сами. Это, безусловно, практики и реалисты. И прежде чем они добиваются какого-то успеха, жизненный опыт их, наверное, не раз ставят на какие-то или рамки, или буквально на колени. Они делают правильные выводы, от чего-то отказываются. То, что не работает, и все равно идут дальше. Это люди настойчивые. Вот разве, даже если это астрологически не совпадает, ну, может быть, есть у вас с такими
надежными, серьезными людьми контакты, может быть, это и близкий человек. Но тут все как-то идет своим чередом, может быть, это в жизни конкретного человека происходят какие-то новости, неожиданные события, и он с вами будет делиться, да? А для кого-то из вас это неожиданности могут, ну, не совсем тоже неожиданности, но, к примеру, мы где-то астрологически этого тоже ожидаем, как меняется или что будет меняться финансовая составляющая или перемены в системах взаиморасчета. Уран, мои дорогие, в Тельце, в прямом движении. И в июле месяце Уран перейдет в знак зодиака Близнецы, правда, ненадолго, только до ноября, дальше он вернется еще в Телец, чтобы завершить, видимо, какие-то последние аккорды. И, кстати, вы этот период тоже можете чувствовать. Но, видимо, перестроиться на что-то, да, с какими-то новыми реалиями, возможностями есть смысл. Или для себя изучать что-то новое, рассмотреть варианты по заработкам, кстати, рассмотреть варианты вторичного дохода в неожиданностях. Может быть, это вы где-то решаетесь на что-либо. Или та тема, которую вы прежде продумывали, нам ведь говорили, да, но нам говорили это как бы через человека. Но для кого-то это именно как была идея, которая в вашем сознании, в вашем разуме родилась когда-то давно, но вы по каким-то причинам это оставили, а здесь вы будете пытаться это возобновить, переложить на более реальные рельсы. Все то, что касается финансов, благополучия, вот здесь некоторого внимания будет требовать от вас. И я не могу сказать тут, что что-то не получается, или вот та неожиданность, которая переворачивает с ног на голову вашу жизнь. Нет, я должна сказать, что в неожиданностях как раз возможности упорядочить, сделать более стабильной, понятной, ну, как жизнь, и словно заякориться. Ваши сильные стороны. Ну, вот как по королеве жезлов, правда, тут у кого-то и личная история может такая происходить, когда вы с партнером просто в разных энергиях. И неважно, кто с какой стороны карты, с каких энергий, но вам буквально помогает умение правильно перестроиться. Умение сделать выводы и идти дальше. Королева жезлов – это ведь тоже прообраз сильного человека и очень притягательно. Вот вы будете притягательны, вы будете словно магнит. Ну и где-то по картам оракула мы тоже можем сделать такой вывод. Но королева жезлов, вот именно энергия этой карты, не говорит о том, что мы кому-то выносим вердикты или что-то обещаем. Ну и, в принципе, опять же, карты оракулы нам это подтверждают. Да, то есть тут и ты не забегай пока вперед. Вдохновиться прекрасно, но выводы, наверное, рановато делать. И королеву жезлов тоже жизнь где-то научила. И поэтому она умеет правильно работать с информацией, раз, и правильно распорядиться деньгами, два. Вот вам правильная работа с информацией и правильное распределение ваших денег. Может быть, это инвестиции или то, что вы хотите создать. Есть какой-то грустный опыт или, может быть, опыт сын ошибок трудных, который вас тоже чему-то научил. И поэтому и не вашим, и не нашим. Это ваша сильная позиция. Но наблюдаем, делаем выводы, но вердикты пока не выносим. Это вам буквально помогает. Хотя я допускаю, что какая-то идея вам может помочь и требует вашего внимания. Или, может быть, нужно даже просчитать эту идею, найти дополнительную информацию. Вам это поможет как вторичный доход или пассивный доход, или рассмотреть для себя вообще какую-то новую сферу деятельности. Ну, самое главное, не замыкаться и в то же время не быть для людей открытой книгой. Ну вот такие энергии, когда и овцы целы, и волки сыты, и вы в порядке, и правильно провзаимодействовали с людьми разными, и себе не навредили одновременно. Сфера ваших достижений. А правда, вы тут можете задуматься. Ну, у кого-то и поездка. Может быть, я допускаю, поездка недолгая. Вот вы именно в эти 10 дней. А для кого-то это может означать и переезд, который вы, возможно, даже случайно для вас будет такая идея, мысль. Вы можете прийти к выводу, что вот в этой местности я не могу раскрыть таланты. Вот, кстати, я такое могу допустить. И с учетом верхней карты вы начнете просчитывать варианты. Причем не те варианты, которые на авось, а которые детализированы как бизнес-план.
Может быть и буквально бизнес-план или какие-то достижения. Шестерка мечей– это карта заслуженного успеха. Это карта мужества, когда у нас хватает этого самого мужества идти вперед. Наверное, самый сложный момент решиться, отчалить от прошлого, от прежнего берега. И карта говорит, какой-то путь тебе, Скорпион, придется пройти в одиночку. Но вот этот успех заслуженный именно. Потому что и решимости хватает, и правильных решений. Ну и мужества, ну, понятно, и мудрости, чтобы видеть вещи такими, какие они есть. Это нам помогает, может быть, даже смириться с некоторой реальностью, которую мы не можем изменить, а мы можем ее отпустить, сказать, ну да, вот тут я ничего сделать не могу, или эта проблема, этот вопрос не лежит в сфере моих действий, а это какая-то третья условности, может быть, или третья сила, которая вам не подвластна. Ну и тогда мы не пытаемся пробить какую-то брешь, это потому что бесполезно, пустая трата энергии и сил. Вот тут, когда вы правильно прикладываете собственные силы, для кого-то из вас это работа на дому, работа посредством интернет или продвижение ваше, может быть и так, но какая-то дорога к успеху совершенно в новых энергиях. Может быть, у кого-то из вас это и действительно по части где-то личной жизни. Я такое тоже допускаю, возможный переезд, да, и уже тут переходит личная жизнь в концепцию документов или каких-то дел, вам нужно что-то разузнать, договориться или заключить ряд важных документов. Я вот тоже такое могу предположить. Но главное, есть прогресс. Финансы. Есть прогресс и есть и сила. Старший аркан говорит не только о том, что деньги есть, но тут все-таки деньги куда-то мы правильно распределяем. Здесь может быть, знаете, такое воодушевление, когда хочется потратить на себя, может быть, чуть больше. Или хочется быстро включиться в какой-то проект, может быть, даже заплатить за что-то. Не торопитесь, все-таки карта сил опять же призывает правильно потратить ваши силы. Может быть, эквивалент финансовый, буквально деньги – но это ведь ваши ресурсы, согласитесь. Деньги – один из способов взаимодействия с миром, но это тот эквивалент, который вы получаете за вашу проделанную работу, за ваше потраченное время. Вы можете как и обдумывать, туда ли я потратил свои силы или где мое время, к чему это потом приходит, да, или в конечном итоге, что же, чем я располагаю, что же я получаю. Вот самого разного рода вопросы, но эмоции, они могут так периодически накрывать, но по аркану сила мы должны держать эмоции на коротком поводке. Мои дорогие девочки, все же это карта женской силы, это вы будете как и притягательны, и я к тому, что вы можете получать поддержку, какие-то подарки. Вы тут вообще, с учетом тем более королевы жезлов, можете какую-то ситуацию вот сманипулировать. Все-таки у аркана силы, как и у мага, энергия. Но мы знаем, что маг все же вы манипулятор. И маг-волшебник это не про магию, это про практику, опять же. Просто он умеет, ну, как-то так, сложить ситуацию или обустроить какую-то обстановку, чтобы все думали, что это они сами приняли такое решение. А это просто человек очень грамотно как-то расставил свои приоритеты и провзаимодействовал с приоритетами остальных. Сначала, видимо, узнает информацию, а потом понимает, как, в какую канву сопоставить интересы свои и, может быть, интересы окружающих. Вот что-то есть такое, и в этом где-то ваша сила, вам буквально это помогает зарабатывать деньги. Или подарки. Мои дорогие мужчины, есть и женщина, которая очень важная в вашей жизни, или это у вас к ней интерес, и вы испытываете притяжение, магнетизм. Это вы можете вкладываться, это вы можете дарить подарки. Но я должна сказать, что, в принципе, ведь у вас тоже сильная позиция. И я для всех вас, мои дорогие скорпионы, могу сказать, что вам захочется быть дипломатом. И как бы правильно быть этим дипломатом. Хотя и временами эмоции могут накрывать. Поэтому держите марку. Личная жизнь, любовь и отношения. Правда, вот, наверное, поэтому нам тут как смену парадигмы и обрисовывали,
карты оракула, посмотрите, восьмерка жезлов. Это карта трансформации, по сути дела, когда 1000 дорог сходятся в одной точке. Это правда какая-то возможность, и не случайно выпадает удача, но, видимо, как применить эту удачу, как ее сделать таковой, чтобы это не был короткий момент, это как возможность. Для начала увидеть, конечно, да, нужно от чего-то и не отказаться, но и продолжить какие-то добрые энергии на последующий период времени. И мы спрашивали отношения, поэтому мы можем переложить какие-то возможности, контакты. И это, кстати, карта скорости. Чего-то мы не отложим на потом, скорее всего, нужно. Есть какие-то ваши интересы, которыми нужно заниматься именно в моменте здесь и сейчас. Потому что сегодня, сейчас возможность есть. Отложим на завтра, а возможность уже завтра и не будет. Как бы энергии меняются. Но если мы перекладываем уже не просто отношения вот так в целом, какой-то социум, а на любовь, тут быстро могут развиваться отношения. Такое я тоже могу допустить. Или пусть вы человек семейный, значит, это, если мы говорим трансформация, может быть и какие-то внешние события, как новости, информация, какие-то свидетельства или сведения вы узнаете, и каким-то образом это оказывает влияние и на вас, и требует вашего участия. Вот. Ну, драйв вам этот понравится. Но, видимо, королева мечей, если мы говорим, как карта совет, это про образ Юдифи. Может быть, и будет какая-то ситуация выбора, когда между прошлым и будущим, да. Тут есть возможность как раз провести эту демаркационную линию под прошлым, но сделать это красиво и элегантно. И, как известно, Юдифь уже как отрезала, так отрезала. Но у нашей королевы мечей тоже словно меч наготове. Но ведь это карта интеллектуала, поэтому... А если мы говорим об интуиции, интуиция – это тандем интеллекта и прежнего опыта. И, стало быть, правильных решений. Вот вам либо решиться на что-то придется, может быть и не раз, или делать выбор и принимать важные решения. Но это всегда такая холодная карта здравого рассудка и какого-то расчета, просчета, причем детализированного, мои дорогие. И это как все совет вам дает карта. То есть и то, что вас вдохновляет, то, что и радует, то, что и, может быть, где-то добавляет даже веселья, почему нет, или каких-то приятных встреч, эмоций радостных, но и наступают те моменты, когда вы не должны все сложить в одну корзину, да, и яйца, и камни, чтобы не было вот этой самой путаницы в своем сознании, или не было потом каких-то пустых надежд, чтобы еще раз в какой-то капкан, может быть, не попасть. Поэтому отделить зерна от плевел. Вот такой совет дает вам карта. И нам буквально карта говорит, тебе будет помогать молчание. Никто не должен знать о ваших планах. Никто не должен знать, что вы намереваетесь сделать в следующую минуту. У вас могут спрашивать, а тут ведь, правда, заслуженный успех. Да еще и при том, что карта сила, но и словно высшие силы. Какой-то трансформационный процесс, мои дорогие скорпионы, запускают. Не будет, как прежде. Но то, что или те энергии, которые пытаются войти в вашу жизнь, они более счастливы. Это правда. И вот, видимо, пусть это будет как какая-то прелюдия счастья или какую-то возможность. Все-таки я вижу, вы не должны упустить. Не сказать, что «а нет, у меня там был какой-то опыт, печальный опыт, и ничего хорошего не будет». Ну, видимо, вдохновиться все-таки, не упустить, может быть, и любовь, не упустить более стабильные отношения или разобраться в ваших отношениях. То же самое мы можем применить и к вашей занятости, к вашему труду, ведь по части достижений и денег тут перед вами тоже открываются новые перспективы. Стабильный период жизни у вас на пороге вместо пустого ожидания и какой-то путаницы. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.